В сердце африканских саван началась серия шокирующих атак. Тысячи существ, ранее считавшихся мифом, объявили охоту на бабуинов. В 2020 году местные жители начали находить обезглавленные тела этих приматов, разбросанные по территории. Первые сообщения о жертвах вызвали панику. Каждый новый случай увеличивал страх среди местного населения. Сначала нападения воспринимались как дело рук людей, но вскоре стало очевидно, что за ними стоят некие неизвестные хищники. Местные бабуины, известные своим умом и сообществами, стали вести себя необычно. Они начали избегать открытых мест, прятаться в кустах и ограничивать свои передвижения солнечным светом. Поведение этих приматов изменилось из-за нового, непонятного врага, который охотился на них. Среди местных охотников возникло чувство тревоги. Люди стали сообщать о странных тенях и зловещих звуках, доносящихся из кустарников. Некоторые утверждали, что видели существа с длинными когтями и острыми зубами. Другие говорили о тенях древних хищников, исчезнувших много лет назад. Ученые, прибывшие в этот регион, начали изучать эту аномалию, но даже они не смогли установить природу хищников. Загадочные атаки привлекли внимание мировых СМИ. Репортеры со всех концов света прибыли, чтобы выяснить правду. Легенды о существ, способных обезглавливать свои жертвы, стали главной темой новостей. Местные жители делились своими ужасными историями, подчеркивая, что страх был ощутим. Они сообщали о зловещих звуках и ощущении, что кто-то наблюдает за ними в ночи. Некоторые ученые выдвинули гипотезу о новой стае хищников, ранее неизвестной науке. Другие же указывали на более загадочные аспекты происходящего. С каждым днем число атак увеличивалось, и никто не знал, как остановить этот кошмар. Бабуины оказались на грани исчезновения, а их преследователи становились все более агрессивными. Исследования начались с целью выяснить, насколько велика угроза для бабуинов. Неизвестные хищники, выбравшие обезглавливание как метод охоты, стали объектом изучения. Ученые, вооруженные камерами и датчиками движения, старались выяснить, какие существа скрываются в тенях. Эти исследования стали гонкой со временем, ведь жизнь бабуинов зависела от обнаружения хищников. Вопрос, который стоял перед всеми, звучал так: что же это за существа, которые угрожают бабуинам и всей экосистеме региона? В это время местные племена начали делиться своими древними преданиями о хищниках, о которых говорили их предки. Рассказывались о существах, способных перемещаться без звука, охотиться с невероятной ловкостью и безжалостно убивать своих жертв. Эти легенды передавались из поколения в поколение, но немногие верили в их правдивость, пока не начались нападения на бабуинов. Мудрецы племени, собравшиеся под старым Баобабом, обсуждали происходящее. Один из них, старейшина по имени Кадзи, заявлял, что когда-то давно его народ сталкивался с этими хищниками. Он утверждал, что они обладали способностью изменять свою форму, заставляя жертву терять бдительность. Слухи о том, что эти существа могут выглядеть как обычные животные, сильно пугали местных жителей. Параллельно с этим ученые начали анализировать найденные тела бабуинов. Каждый случай был уникален. Некоторые приматы были найдены с аккуратно отрезанными головами, в то время как другие имели следы зубов на теле, но голова была цела. Это только усиливало страх и неразбериху. Некоторым исследователям казалось, что за всем этим стоит нечто большее, чем просто новый вид хищников. Местные жители, осмелившиеся выйти ночью, сообщали о странных звуках: мрачные воеводы, всхлипывающие крики и зловещий шорох кустарников. Некоторые утверждали, что видели тени, которые двигались слишком быстро, чтобы быть обычными животными. Эти события только усиливали общественное смятение и неуверенность. Бабуины, когда-то гордые и смелые, теперь проявляли явные признаки страха. Вскоре на горизонте появились представители журналистов, заинтересованных в этой загадочной истории. Они начали брать интервью у местных жителей и ученых, собирая информацию о легендах и нападениях. Репортеры из разных стран пытались выяснить, что на самом деле происходит в саванне, включая рекомендации местных охотников о том, как защитить себя. Их репортажи стали набирать популярность, привлекая внимание к региону. С каждым днем давление на ученых увеличивалось. Они стали собирать образцы почвы и следы хищников, пытаясь определить, какие существа могли стоять за нападениями. Их исследовательские лагеря окружали полевые палатки, где ведущие биологи, зоологи и антропологи работали над разгадкой этой загадки. На картах начали отмечаться места нападений, а на досках вывешивались фотографии жертв.
Однако местные жители продолжали настаивать на том, что вся эта информация не имеет значения. Они помнили о преданиях и верили, что хищники не остановятся, пока не удовлетворят свой голод. Слухи о древних существах становились все более мрачными, и страх охватывал саванну. На фоне этих ужасов предания о хищниках, которые могли быть не просто вымышленными, а реальными существами, становились все более актуальными. Вопрос, который мучил всех, звучал так: как долго бабуины смогут выжить в этом новом, полном опасностей мире? Как думаете, как бы вы себя чувствовали, если бы вас преследовали загадочные хищники? Если вам интересно узнать, чем закончится эта история, подписывайтесь на наш канал и поддержите нас через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Ваша поддержка помогает нам раскрывать еще больше захватывающих тайн. С каждым днем бабуины становились все более настороженными. Их привычное поведение изменилось. Они начали собираться в небольшие группы, прятаться в густых кустах и избегать открытых пространств. Ранее игривые и любопытные, они теперь выглядели настороженными и обеспокоенными. Приматы избегали привычных мест для кормления и старались оставаться ближе к деревьям, где могли быстрее укрыться от потенциальной угрозы. Некоторые бабуины начали проявлять агрессию в своих группах, выявляя признаки стресса. Самцы, которые когда-то мирно делили территорию, сейчас вступали в конфликты из-за ресурсов и доступа к самкам. Поведение сообщества изменилось. Они начали больше времени проводить на охране, собираясь на высоких ветвях, где могли наблюдать за окружающей средой. Особенно настораживало, что даже молодые особи, ранее не проявлявшие страха, теперь были настойчиво осторожны. Тем временем один из местных охотников по имени Тенгиса заметил, что бабуины стали реагировать на движения на земле и в воздухе. Он присел на корточки в укрытии и наблюдал за группой приматов. Внезапно один из самцов начал издавать пронзительные крики, призывая остальных к осторожности. Все бабуины замерли, и Тенгиса почувствовал, что что-то настораживает их. Он сам выглянул из своего укрытия и увидел движение в кустах. Лишь через несколько минут настороженность бабуинов оказалась оправданной. Из тени вышло нечто, напоминающее огромную тень с длинными когтями. Пока бабуины тревожно всматривались в кусты, Тенгиса воспользовался моментом и решил записать свои наблюдения. Он быстро достал блокнот и начал описывать изменения в поведении животных, фиксируя каждую деталь. Он также заметил, что бабуины стали чаще взаимодействовать друг с другом, что указывало на необходимость поддерживать социальные связи в условиях стресса. Ученые, изучавшие поведение бабуинов, начали собирать данные о таких изменениях. Они анализировали не только самих приматов, но и их окружающую среду, пытаясь выяснить, какие факторы могли повлиять на их страх и стресс. Было проведено множество наблюдений, но никакие данные не помогали объяснить, почему поведение приматов так резко изменилось. Ситуация усугублялась тем, что бабуины начали избегать общения с другими видами животных. Они не только прятались от своих врагов, но и начали избегать общения с более мелкими млекопитающими, которые раньше были частью их привычной экосистемы. Это поведение вызывало беспокойство у ученых. Подобная изоляция могла привести к нарушению пищевой цепи. На фоне этого мрачного сценария репортажи о загадочных нападениях продолжали привлекать внимание. Наблюдения Тенгиса и другие исследования стали основным источником информации о происходящем. Однако неясность относительно природы угрозы оставалась. Вопрос о том, как долго бабуины смогут выжить в условиях такого стресса, стал все более актуальным. Каждый день новое нападение только увеличивало напряжение и страх, и казалось, что бабуины, изначально сильные и ловкие, постепенно теряли все шансы на спасение. Ситуация в саванне становилась все более напряженной. Необычные атаки на бабуинов достигли нового уровня. В один из вечеров, когда солнце уже скрылось за горизонтом, группа бабуинов, бродившая в поисках пищи, была неожиданно окружена неизвестными существами. Животные, прятавшиеся в тенях, начали нападать, используя тактику, о которой никто не мог даже догадываться. Они действовали с молниеносной скоростью, атакуя бабуинов так, что те не успевали среагировать. Одним из первых жертв стал самец, который ранее считался одним из самых сильных в стае. Его крики разрывали тишину саванны, когда хищники схватили его за задние лапы и потащили в темноту. Остальные бабуины, осознав, что происходит, начали паниковать, бегая в разные стороны.
Их страх и смятение порождали хаос. Одни пытались спастись, другие бросались на помощь своему сородичу, но, похоже, было слишком поздно. На следующее утро местные жители, услышавшие ночные крики, вышли на поиски. Они наткнулись на несколько обезглавленных бабуинов, разбросанных по территории. Однако на этот раз жертвы были не просто убиты. Их тела были выставлены на показ, как будто хищники хотели продемонстрировать свою силу. Каждый раз, когда находили очередную жертву, страх среди местных усиливался. Как только новости об атаках распространились, на место прибыли журналисты и ученые, желающие испытать свои теории. Один из репортеров, Дженнифер, заметила, что многие бабуины начали проявлять признаки агрессии, пытаясь защитить своих сородичей. Она также заметила, что бабуины начали создавать баррикады из веток и камней, пытаясь укрыться от опасности. Это поведение свидетельствовало о том, что приматы пытались использовать все доступные средства для защиты. Тем временем ученые начали предполагать, что хищники могли адаптироваться к новым условиям. Они начали анализировать поведение не только бабуинов, но и других животных, которые могли стать жертвами. Внезапно одна из групп приматов исчезла, и ученые заподозрили, что хищники могут использовать стратегию охоты, направленную на изоляцию и уничтожение наиболее уязвимых особей. Ситуация обострилась, когда на свете появились слухи о возможном существовании некоего лидера среди хищников, существа, которое управляло атаками и выстраивало стратегию. Местные жители начали делиться легендами о том, что это может быть не просто животное, а какая-то темная сила, олицетворяющая зло. Эти разговоры усиливали страх перед неизведанным, заставляя многих оставаться дома по ночам. Вскоре бабуины, оставшиеся в живых, стали более осторожными. Каждый шорох, каждая тень вызывали у них панику. Они начали менять свои привычные маршруты, прятаться глубже в лесах, но, казалось, это не помогало. Непонятные существа продолжали охотиться, и их атаки становились все более изощренными. Стратегия хищников была ясна. Они выжидали, пока бабуины теряли бдительность, а затем наносили удар с максимальной эффективностью. В это время Тенгиса продолжал фиксировать поведение бабуинов и хищников. Его записи становились все более тревожными, и он понимал, что с каждым днем ситуация усугубляется. Местные племена начали собираться для обсуждения, как защитить себя и своих близких от этой загадочной угрозы. Вопрос о том, кому можно доверять в такой ситуации, становился все более актуальным. Каждый новый день приближал их к неизбежному столкновению с неизвестным, и в воздухе витало ощущение надвигающейся катастрофы. С каждой ночью тьма становилась все более зловещей. Бабуины продолжали паниковать, и их поведение становилось все более дезориентированным. В какой-то момент среди них возникли слухи о том, что существа, ответственные за атаки, могут не только охотиться, но и манипулировать умами своих жертв. Местные жители начали делиться историями о странных видениях, когда тени становились осязаемыми, а в темноте слышались шепоты, призывающие к риску и безрассудству. Ночью, когда луна едва освещала саванну, группа бабуинов, собравшаяся на одном из высоких деревьев, заметила движение в тени. Внезапно один из самцов по имени Малик увидел, как из темноты вынырнула странная фигура. Она была похожа на животное, но ее движения были неестественными и зловещими. Малик начал издавать крики тревоги, и вся группа замерла в страхе. Фигура из тени остановилась, словно прислушиваясь к звукам, и затем исчезла, как будто растворяясь в воздухе. На следующее утро Тенгиса снова вышел на охоту, но на этот раз он решил взять с собой камеру, чтобы запечатлеть поведение бабуинов и любые признаки хищников. Он установил несколько ловушек и записывающих устройств в местах, где, по его мнению, могли произойти атаки. Его цель заключалась в том, чтобы собрать доказательства существования этих загадочных созданий. Репортеры, подогреваемые интересом к загадке, начали проводить исследования среди местного населения. Дженнифер, одна из журналисток, решила пройтись по деревням и взять у жителей интервью. Местные жители поначалу с осторожностью начали открываться ей, рассказывая о своих недавних встречах с темными существами. Один старик поведал о том, как в его деревне хищник, казалось, общался с бабуинами, заставляя их выходить из укрытий. Его глаза были полны страха, когда он упоминал об этом. Тем временем бабуины начали проявлять еще большую настороженность. Некоторые особи стали замечать, что нападающие использовали стереотипные ловушки, создавая иллюзию угрозы в разных местах.
Они как будто играли с приматами, заставляя их действовать неосмотрительно. Бабуины начали объединяться, чтобы создать защитные группы, и, несмотря на страх, начали исследовать территорию в поисках своих врагов. Однажды ночью, когда луна была полной, за звуками ночной саванны раздались жуткие крики. Бабуины, собравшиеся у своего укрытия, замерли. Из тени вынырнули несколько существ. Их силуэты были нечеткими, но бабуины могли разглядеть длинные когти и ярко светящиеся глаза, сверкающие в темноте. Взгляд хищников был полон голода, а их движения были быстрыми и точными. Малику удалось заметить, что одно из существ выделялось среди остальных. Оно было больше и выглядело более уверенно, как будто вело остальных за собой. Бабуины почувствовали, что это существо не просто хищник, а нечто большее. Они начали паниковать и кричать, призывая других к побегу. Однако вместо того, чтобы рассеяться в страхе, несколько смелых самцов решили дать отпор. В этот момент Тенгиса, находившийся неподалеку, услышал крики бабуинов. Он схватил свою камеру и поспешил к месту событий. Когда он добрался до места, его глаза встретились с ужасом, который развернулся перед ним. Он увидел, как бабуины отважно противостоят существу из тени, но их усилия, похоже, были тщетны. Мигом Тенгиса включил камеру, чтобы задокументировать этот момент, надеясь, что его записи смогут помочь разгадать эту тайну. Ситуация накалялась. Бабуины, собравшиеся в оборонительные группы, столкнулись с неопознанными существами, и это противостояние грозило перерасти в масштабную битву. Непонятная угроза из тени продолжала преследовать их, и каждый миг становился решающим в их борьбе за выживание. Ситуация накалялась, и бабуины начали активно бороться за свою жизнь. Тенгиса, наблюдая за происходящим, заметил, что нападающие действуют слаженно, координируя свои действия. Это подтверждало его подозрение о том, что существа, стоящие за атаками, имеют разум, превышающий обычные инстинкты животных. Тем временем Дженнифер, исследуя местные легенды, наткнулась на упоминания о загадочных существах, когда-то населявших эти земли. Местные жители называли их теневыми дьяволами. По легенде, они могли сливаться с тенями и становиться почти невидимыми. Говорили, что эти существа также умели манипулировать страхами своих жертв, создавая иллюзии, которые заставляли бабуинов действовать неосмотрительно. Это открытие стало важным для понимания охоты на бабуинов. Тенгиса заметил, что нападающие начали использовать новые тактики, проявляя интерес не только к бабуинам, но и к другим животным. В один из дней, когда бабуины собрались в защитную группу, они стали свидетелями того, как хищники ловко устраивали ловушки для антилоп. Существа использовали длинные ветви и колючие кусты, чтобы преградить путь животным, не оставляя шансов на побег. Бабуины осознали, что их враги не только опасны, но и невероятно умны. Ночью, когда Тенгиса и Дженнифер решили провести совместное исследование, они устроили наблюдательный пункт у места недавней атаки. Их цель заключалась в том, чтобы поймать хотя бы одно существо на камеру. Они установили ловушки и записывающие устройства, рассчитывая зафиксировать поведение нападающих. Когда саванна окуталась тишиной, раздались странные звуки. Хищники вышли из укрытия и начали охоту. Тенгиса и Дженнифер затаили дыхание, наблюдая, как тени скользят между деревьями. Внезапно одна из камер запечатлела момент, когда существа, используя свои уникальные способности, быстро перемещались между кустами, словно растворяясь в темноте. Это было искусство охоты. Хищники использовали окружение, чтобы не выдать своего присутствия. На следующее утро, просматривая записи, Тенгиса и Дженнифер заметили, что существа проявляют невероятную кооперацию. Каждое движение было тщательно спланировано, и они казались единым живым организмом. Это открытие положило начало новому этапу их исследований, начали анализировать взаимодействие и тактики хищников, чтобы лучше понять их поведение. Местные жители начали собираться для организации обороны. Они принесли старое оружие и начали обучаться тактикам самозащиты, основываясь на древних знаниях своих предков. Каждый день находились новые жертвы, и каждый случай подогревал желание сопротивляться. Бабуины, уцелевшие после атак, начали объединяться с местными жителями, понимая, что только вместе они смогут противостоять общему врагу. Тем временем нападающие продолжали охоту, демонстрируя все более сложные стратегии. Они использовали отвлекающие маневры, создавая ложные атаки, чтобы смущать бабуинов и заставлять их принимать неверные решения. Бабуины стали более осторожными, но каждая ошибка могла стать фатальной.
Тенгиса и Дженнифер понимали, что время на исходе. Им необходимо было выяснить тайну существ и разработать план, который мог бы спасти как бабуинов, так и местных жителей. Каждый новый день приносил новые ужасы, и напряжение продолжало нарастать. Вопрос о том, кто выйдет победителем в этой бесконечной борьбе, оставался открытым. Ситуация становилась все более напряженной. Бабуины, собравшиеся в своих укрытиях, начали ощущать ухудшение атмосферы вокруг. Каждый вечер страх сковывал их, и они все чаще прятались в густых зарослях, бдительно прислушиваясь к звукам ночи. Тенгиса и Дженнифер продолжали свои наблюдения, но с каждым днем их исследования сталкивались с новыми препятствиями. Однажды ночью, когда луна ярко светила, бабуины снова стали жертвами нападения. Хищники использовали хитрую стратегию. Один из них, казавшийся самым большим, привлек внимание группы приматов, издавая крики, которые имитировали звуки страдалиц. Бабуины, поддавшись инстинкту спасения, бросились к звуку, но попались в ловушку, подготовленную остальными нападающими. В этот момент Тенгиса и Дженнифер стали свидетелями охоты, которая была более организованной, чем когда-либо. Существа продемонстрировали новую тактику. Они разделились на группы, отвлекая внимание бабуинов с одной стороны, в то время как другие хищники скрытно готовились к атаке с другой. Тенгиса записывал каждую деталь на камеру, фиксируя, как приматы, осознав, что стали жертвой, начали проявлять отчаяние и страх. На следующее утро бабуины, оставшиеся в живых, стали более осторожными. Они начали использовать новые сигналы тревоги, основываясь на том, что наблюдали во время нападения. Каждое движение и звук подвергались тщательному анализу. Однако, несмотря на их старания, число нападений не уменьшалось. Ученые стали замечать, что хищники адаптировались к изменениям в поведении бабуинов. Стратегия нападений становилась все более изощренной. Люди из деревни решили организовать совместную охоту. Местные жители принесли свои старые ружья и копья, готовясь к битве. Тенгиса и Дженнифер присоединились к ним, понимая, что объединение сил может оказаться единственным способом выживания. В тот день они провели много времени на подготовку, обсуждая, как защитить себя и бабуинов. Однако, когда они вышли на территорию, где происходили атаки, обнаружили, что все было тихо. Нападения, казавшиеся неизбежными, вдруг прекратились. Местные жители начали паниковать, а Тенгиса заподозрил, что это может быть ловушка. Он предложил оставаться настороже и наблюдать за окружением. Тем не менее, волнение среди бабуинов росло, и вскоре они начали проявлять признаки стресса. Ночью, когда все собрались в укрытиях, раздались зловещие звуки. Хищники снова пришли, и на этот раз их тактика была изменена. Вместо непосредственной атаки они начали окружать бабуинов и местных жителей. Тени двигались бесшумно и слаженно, создавая атмосферу полной неуверенности. Бабуины начали паниковать, и вскоре их страх перешел в хаос. Тенгиса и Дженнифер, наблюдая за происходящим, поняли, что их время на исходе. Необходимо было действовать быстро, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на спасение. Они начали собирать всю информацию, фиксируя каждую деталь, каждую атаку, каждый крик. Каждый новый день приносил новые испытания, и напряжение нарастало до предела. Вопрос о том, смогут ли они разгадать тайну этих существ и спасти бабуинов, становился все более актуальным. Битва за выживание продолжалась, и исход ее оставался под вопросом. Ночь окутала саванну мрачной тишиной, предвещая надвигающуюся бурю. Бабуины, собравшиеся в своей крепости среди деревьев, чувствовали нарастающее напряжение. В этот вечер Тенгиса и Дженнифер решили провести наблюдение вблизи места, где происходили самые жестокие нападения. Они понимали, что это может стать решающим моментом в их борьбе за выживание. Тем временем в саванне начали происходить странные изменения. К растениям, которые ранее служили укрытием для бабуинов, начали подходить водные потоки, и экологическая обстановка ухудшалась. С каждым днем животные ощущали, что их привычные маршруты становятся все более опасными. Вода привлекала не только бабуинов, но и хищников, создавая идеальные условия для нападений. Окружающая среда становилась ловушкой, которая с каждым днем сжималась вокруг приматов. Ночью, пока Тенгиса и Дженнифер прятались за укрытием, они заметили, как тени начали оживать. Хищники вновь применили свои хитрые стратегии. Они создавали звуковые иллюзии, имитируя крики бабуинов, чтобы запутать своих жертв. Бабуины, поддавшись инстинкту, начали выходить из укрытия, надеясь спасти своих сородичей. В этот момент Тенгиса осознал, что хищники не просто охотятся, а манипулируют страхами приматов, заставляя их действовать на основе ложных сигналов.
Пока происходило это ужасающее зрелище, Дженнифер заметила, что внутри стаи хищников возникли разногласия. Одно из существ, похоже, пыталось взять на себя командование, в то время как остальные сомневались. Это открытие поразило ее. Какие-то внутренние конфликты могли стать шансом для бабуинов. Сложив все воедино, она поняла, что если они смогут использовать эту неразбериху, то это откроет им возможность для контрнаступления. Когда хищники начали атаку, Тенгиса и Дженнифер быстро представили план. Они решили использовать звук, чтобы отвлечь хищников, создав имитацию криков бабуинов и направив его в другую сторону. Это могло как отвлечь, так и дать бабуинам время на бегство. В эту критическую минуту напряжение достигло своего предела. Вот-вот должно было произойти столкновение. Тенгиса быстро установил оборудование, активировав записывающее устройство и микрофоны, чтобы захватить звуки для своей записи. Дженнифер, в свою очередь, произнесла нужные фразы, которые должны были привлечь внимание хищников. Внезапно раздался громкий звук, и все обернулись в его сторону. Бабуины, услышав крики, начали реагировать. Хищники, почувствовав, что что-то не так, медленно начали собираться вместе. Это создало идеальный момент. Бабуины, осознав, что они могут использовать эту путаницу, начали действовать слаженно. Они бросились в сторону, откуда доносились крики, пытаясь создать впечатление, что они в панике. Это дало им шанс вырваться из ловушки, созданной хищниками. Тенгиса и Дженнифер, наблюдая за этой сценой, поняли, что теперь они могут использовать разногласия среди хищников в своих интересах. В какой-то момент единственный командир среди хищников, тот, кто ранее проявлял доминирование, столкнулся с другими существами. Зазвучали агрессивные крики, и началась борьба за лидерство. Бабуины, воспользовавшись этой паникой, начали активно атаковать, пытаясь защитить своих сородичей и отвлечь внимание хищников от себя. Ситуация достигла критической точки. Битва развернулась с неимоверной силой. Бабуины, хоть и испытывая страх, проявляли невероятную смелость, понимая, что это их единственный шанс на выживание. Нападения хищников становились все более хаотичными, и в этот момент Тенгиса осознал, что они наконец-то способны изменить исход этой битвы. Понимание уязвимости противника открывало новые горизонты, и каждый новый крик, каждое движение становились решающими. Это была их последняя надежда, и теперь все зависело от того, смогут ли они использовать эту возможность, чтобы выжить. Битва разгорелась в саванне, и каждая секунда казалась вечностью. Бабуины использовали все свои навыки, чтобы защитить себя от хищников, которые, потеряв координацию, начали действовать хаотично. Тенгиса и Дженнифер, наблюдая за сценой, поняли, что их время на исходе. Необходимо было использовать все знания и данные, которые они собрали, чтобы дать бабуинам шанс на выживание. Тенгиса вспомнил о своих записях. Он поднял камеру и начал фиксировать важные моменты сражения, понимая, что эти кадры могут стать ключом к пониманию того, как противостоять хищникам. Он заметил, что в хаосе борьбы хищники начали проявлять признаки перегрузки, их стратегии давали сбои, а их агрессия оборачивалась против них самих. Дженнифер, в свою очередь, быстро пересмотрела свои заметки о легендах и рассказах о теневых дьяволах. Она вспомнила о способностях этих существ сливаться с тенями, но также об их уязвимости. Согласно местным преданиям, если кто-то сможет осветить их тени, существа потеряют свою силу. Это было важное открытие. Дженнифер приняла решение использовать свои знания о местной флоре, чтобы создать временное освещение. Она быстро собрала несколько веток и коры из близлежащих растений, которые могли служить источником света. В это время Тенгиса продолжал снимать и фиксировать каждое движение, каждую деталь. Он заметил, что некоторые бабуины начали действовать более слаженно. Их тактика становилась все более профессиональной. Это давало надежду на то, что они смогут справиться с угрозой. Но для успеха им нужна была поддержка. Когда Дженнифер закончила с приготовлением, она призвала Тенгис помочь ей. Они установили импровизированный светильник, направив его на место, где группировались хищники. По мере того, как свет начинал пробиваться сквозь листву, тени начали изменяться. Хищники, которые раньше казались непобедимыми, теперь начали терять уверенность. Они замерли, не понимая, как реагировать на это новое обстоятельство. Бабуины, почувствовав изменения в атмосфере, стали действовать. Они использовали этот момент, чтобы начать контратаку, вырываясь из укрытий и бросая в сторону хищников ветви и камни. Страх уступил место отваге, и бабуины поняли, что у них есть шанс. Нападающие, ослепленные светом, начали паниковать, теряя контроль над ситуацией.
Тенгиса продолжал фиксировать происходящее. Его камера запечатлевала моменты, которые могли стать историей. Он осознал, что именно эти записи могут помочь в дальнейшем понимании природы хищников. Каждое движение бабуинов и их взаимодействие с окружением становились важными элементами для анализа. Вскоре хищники начали отступать под давлением бабуинов и света. Они теряли свое преимущество и начали разбегаться в разные стороны, оставляя за собой панику и смятение. Бабуины, почувствовав победу, начали собираться вместе, понимая, что их единство и смелость помогли им одержать верх над врагом. Дженнифер и Тенгиса, наблюдая за бегством хищников, поняли, что их усилия не пропали даром. Это открытие стало кульминацией их исследования. Они нашли способ противостоять угрозе, используя знания о природе и поведении как бабуинов, так и хищников. Теперь им предстояло разобраться, как предотвратить подобные атаки в будущем и обеспечить безопасность как бабуинов, так и местных жителей. Успех, который они достигли, стал основой для новой стратегии защиты, и их работа только начиналась. После успешной контратаки бабуинов и побега хищников на поверхности саванны воцарилось спокойствие. Бабуины, собравшиеся вместе, начали осознавать важность своего единства. Тактика и смелость, проявленные в битве, изменили их восприятие себя и своих возможностей. Они больше не воспринимали себя как беззащитных жертв, а стали уверенными защитниками своей территории. Тенгиса и Дженнифер, проанализировав произошедшие события, решили продолжить свои научные исследования, направленные на изучение поведения хищников. Они поняли, что важно не только зафиксировать момент победы, но и глубже понять природу этих существ. Обсуждая свои наблюдения, они пришли к выводу, что хищники, действуя слаженно, демонстрировали не только физическую мощь, но и уровень интеллекта, который не мог быть игнорирован. Местные жители, вдохновленные успешной защитой, начали организовывать обсуждения и встречи, на которых делились своими историями о нападениях и способами противостояния хищникам. Они начали разрабатывать стратегии для будущих столкновений, используя знания о поведении животных, которые получили от Тенгисы и Дженнифер. Хищники, которые ранее представляли собой нечто загадочное и угрожающее, теперь воспринимались как существа, которые также могли оказаться в сложной ситуации. Одним из самых значительных изменений стало осознание того, что природный баланс был нарушен, и что у людей теперь была возможность не только защитить себя, но и восстановить экосистему. Тенгиса и Дженнифер начали программу по восстановлению мест обитания бабуинов, создавая безопасные зоны, где приматы могли бы спокойно существовать. Однако в глазах местных жителей и ученых хищники уже не были просто теневыми дьяволами, а стали объектом изучения и понимания. Были организованы экспедиции для исследования их поведения и выявления факторов, способствующих агрессии. Местные жители начали осознавать, что знание о своих врагах — это мощный инструмент для защиты, и что избегание конфликта возможно, если изучить природу хищников и найти способы сосуществования. Вскоре после этих событий Тенгиса и Дженнифер подготовили отчет о своих открытиях, который был опубликован в научных журналах. Они призвали к вниманию на необходимость уважения к природе и понимания экосистем, где каждое существо играло свою роль. Хищники, которые когда-то были объектом страха, стали символом необходимости сотрудничества между людьми и природой. В результате произошедших изменений бабуины смогли восстанавливать свои популяции, а местные жители научились сохранять баланс между защитой своих жизней и уважением к окружающей среде. Это было начало нового этапа, когда страх и недопонимание уступили место знаниям и сотрудничеству. История о нападениях хищников и смелости бабуинов стала легендой, которая передавалась из поколения в поколение. Она оставила след в памяти людей, напоминая о важности взаимопонимания между всем живым на планете и о том, что даже в самые темные времена свет знаний может привести к победе. Несмотря на успешное восстановление популяции бабуинов и улучшение сотрудничества между людьми и природой, новые угрозы продолжали возникать. С каждым днем становилось все яснее, что хищники не были единственной проблемой для приматов. Экологические изменения, вызванные изменением климата и увеличением человеческой активности, создавали новые вызовы для выживания бабуинов. Потепление климата влияло на доступность ресурсов.
Изменения в растительности и уменьшение источников воды заставили бабуинов перемещаться в поисках пищи. Они начали уходить на более длинные расстояния, что увеличивало риск встреч с хищниками и другими опасностями. Новые поселения людей также вмешивались в их привычные маршруты, создавая дополнительные трудности. Местные жители, осознавшие важность защиты бабуинов, начали активно обсуждать способы сохранения их среды обитания. Они организовывали встречи, на которых делились идеями по восстановлению лесов и созданию безопасных проходов для приматов. Важно было не только защитить бабуинов от хищников, но и восстановить их экосистему. Тенгиз и Дженнифер стали частью этой инициативы. Они начали проводить семинары для местных жителей, обучая их тому, как управлять окружающей средой и сохранять баланс в экосистеме. Участники встреч обсуждали новые угрозы, включая вырубку лесов и изменение климата, и как это может повлиять на жизнь бабуинов. Некоторые местные жители предложили создать охраняемые территории, куда бабуины могли бы безопасно перемещаться, избегая людей и хищников. Этот проект стал основой для нового движения, нацеленного на защиту не только бабуинов, но и других животных, страдающих от разрушения их среды обитания. Однако, несмотря на все усилия, угроза оставалась. В некоторых районах начали появляться новые хищники, адаптированные к условиям саванны. Местные жители вскоре заметили, что некоторые виды животных стали более агрессивными и начали охотиться на бабуинов. Эти новые хищники, возможно, были результатом изменения экосистемы, и местные жители поняли, что им необходимо быть готовыми к неожиданным вызовам. Обсуждение угрозы хищников и изменений в окружающей среде продолжалось. Если вам интересно, каковы шансы, что бабуины смогут обойтись без хищников, то у нас есть много других безумных историй. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одной детали из этого приключения. А если хотите поддержать наш проект и помочь защитить этих удивительных приматов, ссылка для доната в описании или просто наведите на QR-код на экране. Сообщество становилось более сплоченным, страх заменялся смелостью. Люди осознали, что только совместными усилиями смогут преодолеть трудности. Это единство и понимание укрепляло их решимость. Каждый день приносил новые испытания, но бабуины и местные жители становились только сильнее. Их история о борьбе за выживание и сохранение пространства продолжала развиваться. Это стало символом надежды и совместной работы, а каждый урок, извлеченный из событий, оставлял след в памяти каждого, от детей до стариков. Местные жители поняли, что проблемы, с которыми они сталкиваются, это не просто борьба за выживание, но и урок о важности бережного отношения к природе. Эта история, о которой будут рассказывать из поколения в поколение, станет напоминанием о том, что единство и понимание могут преодолеть любые трудности, и что даже в условиях неопределенности есть надежда на лучшее будущее.